Я забыл, как ты выразил себя представить. Всемирно известный, всеми любимый. Всемирно локально известный, давай так. Всем привет, это канал Гоша Карцева, я Гоша Карцев. И это, по-моему, формат, который у нас уже был, но мы не уверены. Угадать человека по одежде. Что это такое? Плохой он или хороший? Угадай. Да, угадай человек. Плохой или хороший? Сегодня у нас явно хороший человек. Всемирно локально известный Эмир Кашоков, дорогие друзья. Аплодисменты. Значит, какая у нас сегодня задача с тобой? Ну, судя по дистанции, не заразиться чем-то. Это точно. И что ты хотел сказать? Ты, наверное, хотел спросить у меня. Я тоже смотрел все твои выпуски. Не-не-не, я знаю, что хотел спросить. Я хотел спросить, когда ЧБД... Вот что я хотел спросить. Вот я долго вспоминал этот вопрос. Скоро. Задача у нас следующая. Понять, что происходит с внешним видом комиков. Гоша, у нас сегодня ролик. Мы записываем ролик. Я тебя пригласил. У нас в гостях сегодня всемирно известный Гоша Карцев. Гош, спасибо, что пришел. Мы сегодня снимаем формат, который называется «Угадай, хороший ли человек по одежде». Как ты думаешь, судя на мой внешний вид, я хороший человек? Вполне себе вафельный. На самом деле, у нас был этот формат. Был 2 раза. Мы угадывали звезд по внешнему виду. Киркорова легче всего угадывать. Что-то всегда. Капсульное, всегда. Не всегда. Потом мы положили на этот формат. И вот, типа, его вернули. Я не совсем еще понимаю, как бы, сценарий, так как я все делаю сам. Ну, как бы, ты видишь, ведущий у нас приглашенный сегодня. У нас был разгоночный раунд. Короче, разгоняемся. Я говорю тебе комика, ты говоришь ассоциацию на внешний вид. На внешний вид именно. Да, типа стиль, какие у тебя, что у тебя возникает в голове, короче? 99,9% комиков в рубашке поверх футболки. Но вот мы здесь выбрали тех, которые... Да не, они все так одевают в списке. Мы начнем с каких-то знаменитых, наверное, людей. К тебе подходят люди на улице и не знают, как тебя зовут, как обращаться, странный, умный. Да, они стесняются говорить сраный. Они говорят просто умный. Они так, умный. Правда? Проглатывают. Сейчас уже выучили имя. Ну, докажи, что ты умный. Погнали. Это шоу. Вот так мне не говорят на улице. Я говорю тебе смешного человечка, а ты говоришь свою ассоциацию с его внешним видом. Джим Керри. Улыбка. Но у него широкая такая. А внешний вид, может, будем что-то говорить про внешний вид? А внешний вид у него какой? Я ж не знаю, как он в жизни ходит. Мы последний раз когда виделись. Да, он в жизни, кстати, очень такой меланхоличный. Адам Сэндлер. Нос. Я не знаю. Гоголь. А как они одеваются? Адам Сэндлер, как одевается? Эдди Мерфи. Эдди Мерфи, фиолетовый. Роуэн Аткинсон. Роуэн Аткинсон, костюм. Кто это? Роуэн Аткинсон — это мистер Бин. Крис Рок. Канье Уэст. Стив Карелл. Ну, костюм, потому что он у меня с офисом ассоциируется. Да, офис, конечно. Вуди Аллен. Самый смешной человек. Вуди Аллен, очки. И Чарли Чаплин. Котелок. Котелок. А чё не... Ну, вообще усы, наверное. Усы, котелок. Угадай комика по одежде. Справимся? Да. Почему есть ощущение, что людям, которые смешат нас, насрать на внешний вид? Потому что их задача в первую очередь смешить своими словами. Наш самый стильный комик. Нурлан, Артур Чапарян. Чапарян Артур. Да, но у него casual стиль, но у него всегда очень такие, кто шарит, тот поймет. А Азамат, кстати, Мусагалиев. Тоже мало кто знает, но эти все свитерки это Сен-Лоран. Тимур Каргинов, у него свой стайл. Самая стильная комикесса. Пусть будет Ирка Мягкова. Она у тебя была, поэтому... А у нее самый стильный худи. Ну, давай так, вот узнаваемый стиль — это когда ты лицо убираешь, Да, и мы и сразу ты по понимаем, шмоткам сразу можешь как понять, что сегодня. это за человек. Попробуем понять, сможем ли мы по стилю определить комика. Вот что за передача Да, сегодня. да. Вот, мы выяснили. Кто это? Это? Я думаю, что это... Или это? Это. Вот это кто? Эдди Мерфи. Не, это Нурлан А почему Сабуров. такой уверенно говоришь, что это Тренч, Нурлан? менеджер Дозенья, рубашка Гуччи, собака зовут Флетчер. Она родом, значит, у нее отец трехкратный чемпион Англии. Я на самом деле разгоняю, я не знаю. Я просто знаю, что это Нурлан, это фотосессия. Тебе не кажется, что слишком бледный для Нурлана? Я понимаю, что ты пытаешься создать интригу. Нет, я реально не знаю. Это его собака? Но у него мопс, Ты прям уверен, что это Нурлан? Да. Погнали. Да, реально Нурлан. Ну, Нурлан вообще угорает по всяким таким классическим вещам.
Он любит всякие кепки красивые. Знаешь, он в Америке закупался в каких-то таких полуандеграундных магазинах. Японцами сшитые пальто. Очень, ну, то есть он любит эту тему. Когда я вообще не шарил за стендап и за то, что происходит в России, я всегда отмечал Нурлана, потому что Нурлан всегда был в костюмах. Это в целом довольно сложная история, потому что видно, что он парился. И мне безумно нравится, как он отрастил волосы. Ему очень идет, и это выглядит супер стильно. Очень дерзко, мне кажется, для казаха и для комика. Не, ну правда. Очень манерно Ты видел Александра Малова? Да, но Малой, он... Это такой мини-Иисус. Да ладно, какой он мини-Иисус. Он советская певица по прическе. А Нурлану прям супер идет. Ого, подожди. Это Рустам. Это Рустам Рептилоид. Да, 100%, потому что джинсы. Это Рустам Рептилоид, потому что я помню его в этих штанах. Это читка. Это читка, да. У нас есть наш любимейший костюмер, дизайнер, стилист Зоя Просекова. Вот. И она нас приучила не бояться так одеваться. Кстати, с этим луком очень смешно, потому что она перепутала моторы, и она его так одела не на тот мотор. Он вообще не в тему, и он в этом костюме играл дерево, насколько я помню. Я могу ошибаться, но что-то такое. Он не мог понять, почему он так одет весь мотор. А после мотора мы узнали, что она перепутала луки. Да. Рустам стильный? Да, Рустам стильный. Мы долго жили вместе. У него была такая стена из кроссовок дома. Рустам стильный вообще, жесткий вопрос. Да, и он не угорает по какому-то хай-фэшн, там, каким-то популярным шмоткам. Он любит очень винтаж, находит магазины, которые торгуют вот этим из 90-х олимпийками, знаешь, этими всеми. Вот это я вообще не знаю, кто это. Это, подожди. Вот это любой. Это любой стендапер? Руки крупные. Крупные руки, стендапер-комодист. Кто может быть? Это... Я не знаю, кто это. Во-первых, штора на фоне. Штора вообще трэш. Вообще, это не Леша ли? Мне кажется, не Леша. Не Леша, потому что... Во-первых, кольца нет. Нет, большевато для Леши. Не женат. Вид юмора. Я думаю, что он вот типа... Это такой, как называется, православный... Православный юмор? Это как и я, как Макар. Вот какой-то такой юмор. Народный. Народ православный. Такой типа, ребята, короче, я тут проехал на бизнесе. Может быть, белый. О, прикиньте, белый. Русик. Ему подходит такое, он как будто косит, он тракторист. У него есть трактор. Реально? Да, у него дача, и он туда купил мини-трактор. Это Артур Чапарян. Думаешь? Да, похож, уверен. Да. Артур очень заморочен на джинсах. Джинсы должны быть хорошие 100% всегда. Тебе кажется, это хорошие джинсы? Да, это хорошие джинсы. Как ты определил, что это хорошие джинсы? А ты видишь микроструктура денима сразу. Ты просто знаешь, что это Чапарян, поэтому ты такой... Да, я знаю, да, что это Чапарян. Во-первых, это чисто такой сикеевский образ. Это футболка, джинсы и удобные кроссы. Это New Balance, это удобные кроссы. В моем представлении носят в Калифорнии дедушки, которым надо удобно сидеть в Феррари. То, что я знаю про него, мне кажется, он правда запаренный. Не знаю по поводу брендов. Вообще Артур меня приучил по ходу по этим магазинам. Мы вместе много шли. Да. То есть мы заходили в один бар, и он такой: Эмир, а давай остановимся. Я говорю, что такое? Сними, пожалуйста, шапку Adidas. Реально? Да. Это он тебя приучил? Раньше, понимаешь, я считал, что надпись — это нормально на футболке. Сейчас я понимаю, что это ты сотрудник этого магазина. Марк Сергеенко. Нет. Какой-то зануда. Вот смотри, опять же, New Balance. Я же говорю, это все такой стиль, который задал Луи Си Кей в свое время. По-моему, Ваня Усович. Я не знаю вообще, кто это. Вот так стоит всегда Ваня. Хотя он обычно вот так руку держит. То есть в другую сторону ладонь. Я не знаю, кто это. Пофиг, все, да. Про что шутит? Давай подумаем, человек. Слушайте, вас не напрягает буква твердый знак? Нет? Окей, едем дальше. Почему у меня такое хорошее настроение? А как может быть по-другому? Ведь я начал свое утро с треков, которые мне порекомендовала Яндекс.Музыка. Яндекс.Музыка точно подберет музыку, которая тебе понравится. Это кто? Кто читал? Это Ваня Усович. Ваня Усович так говорит? Это Идрак. Идрак, реально. Идрак точно так же. Это все одна, кстати, компания. Идрак, Усович и Артур.
и я был на драке, и я умер. Я никогда в жизни не думал. Я когда смотрел по Ютубу, мне было как бы, ну, просто так, окей. И я просто лежал под столом. И Драк запаривается, вот мне казалось, что и Драк не запаривается. Он покупал, он, знаешь, он выходил в гавайках прикольных всегда, но он их вот где-то, знаешь, покупал, он прикольные вещи искал. Но он не про бренды, он именно про концепт. Про прикол, да. Про прикол, так же, ну, как и он. Он приколист, поэтому про прикол вещи. Ну, я понял, как описать. Ну, типа, ну, странненький. Он с ебцой, и вещи с ебцой получается. Так кто там не с ебцой? Мы все с ебцой. Это какой-то дед. Это знаешь что? Это кто-то из... Это подъебка наших, моих. Да? Это кто-то Это из... Рогов Да, с на подтяжкой. отдыхе. Кто это? Знаешь, кто это? Это кто-то из аншлага, понял? Блин, у вас был Это очень... Павел Воля. Он одетый слишком для Павла Воли. Петросян, думаешь? Это Лисан. Это Винокур. Если Владимир. Владимир. Владимир Винокур может быть. Мне кажется, Петросян какой-нибудь. Петросян, молодец, смотри. Он этот... Почему я знаю коленки Петросяна? Ну, а что мы деда будем обсуждать? Знаешь реально. шутку Петросяна? Эй, девчонка в 15 ряду, я крутой, how do you do? Это что за хуйня? Это точно Волочкова, а впереди какой-то, ну это прикол, прикол 40-летний. Такой, давай я вот в песок, а ты как будто я шпагат. Кто-то с Волочковым. Стоп, это может быть Лейсан. И это Павел И это Воля, Павел Воля. точно, молодец, абсолютно. Такой бред. Прости, Паша. Чушь, такая чушь, вообще зачем? Я думал сначала это Волочкова и Джигурда в их стайле. Знаешь, как Воля стильный, вот 100%. Вот к началу карьеры, 2005-й, Да. где он в арафатке. Вот большой ремень, понял? С бляшкой, да. дискларет, вот это вот, Да, мальчики, алкоголички. Дим Билан вот там где-то примерно да, ходил, вот я этот понял. вайб. Вот я бы те фотки посмотрел бы Павелу Воля. Это что такое? Это Гарик Да, Мартиросян. Гарик Мартиросян это. Это вот рубашки в стиле этро, какие-нибудь огурцы, там какие-нибудь вот такие принты. Он угорает по костюмам Тома Форда, ты знаешь? Что? Да. Ты знаешь, сколько они стоят? И он тоже знает. Это Все костюмы у него от Тома Форда. Ну, можешь себе позволить? Не от ИП Карапетян. Ой, это смешная девочка, но я не знаю, как ее зовут. Варя, Варя. Варвара. Но я вообще не понимаю, почему Я Варвара так одевается. фамилия выпала. Я не знаю, давай посмотрим. Это Елизавета Елизавета Варвара. Варвара Аранова. Я не Аранова. знаю, почему Елизавета Варвара так одевается. Вот я, кстати, вот у меня Я к ней знаю, но вопрос. говорить нельзя. Тогда все, 0 вопросов. Ну, да, и видишь, для комиков чуть-чуть это все неестественная история. Вот, Нет, можно реально. же найти тоже какую-то вон ебу, как ваша Зоя. Можно, конечно. Зоя. Но она топовая. Это Луи Виттон, во-первых. Начнем с этого. Ну, это Почему-то вообще Поля. очень, очень модельная такая, как будто съем. Это могла быть, знаешь, фотосессия какого-то бренда. Тебя вот вообще не напрягает вот у брендов? Ты говоришь, давайте пуговицы самолеты, чтобы были. Меня лично... Так это же просто... Это ж прикол. Ну, конечно, это прикол. Это мем. А все делают мемы. А это для того, чтобы мы все равно сумки Луи Виттон покупали. Тут вообще насрать на эти... Думаешь, они на этом бабки? Это Киркоров купит и все. А может, это опять Нурлан? Нет, это очень просто для Нурлана. Ну, почему? Вот твои редакторы сидят такие, а мы опять Нурлан. Почему вот это вот вид такой? Ну, давай посмотрим, кстати. Давай. Давай, не усу. Едь, ты чё? Вот, а это Белоруссия сзади. Да, это, наверное, поэтому он так и выглядит. Прикиньте, это не Луи Виттон. Вот я обосрусь, конечно, в выпуске. Вообще, кстати, он довольно фактурный, если вот... У него слышишь, как он модельная говорит. абсолютно внешность. Да. Голос сразу же комика показывает, а вот так топово вообще выглядит. О, это, я знаю его. Это стендап-стор? Это зануда самая, вот, господи. это Кирилл Светлов. Нет. Нет? Знаешь, кто это? Это прям, вот это дед. Был в Label.com, была передача, которая была только в Инстаграме. Артем Винокур? Артем Винокур это. Вот это дед, блядь. Винокур 100% дед. Или ты думаешь, кто это? Я думал, Сиэтлов. Я не знаю, кто это, но думаю, что это Винокур. Это вообще... это Всеволод Качев. Я не знаю, кто это. Это такой, который еще более сраный умный, чем я. Всеволод Качев, он, во-первых, преподаватель, по-моему. Ты кто по образованию? Я экономист-менеджер, а второй юрист. У меня тебя два высших? все кавказские профессии. Ну чё, нахуй. Не, ну не так, чтобы нахуй его. Да нечего обсуждать. Да, все, Он это стильный? Всеволод Качев. Да, обычный.
Вауч. Это Это Бебур. это уже Бебур. Это Бебур в образе Пако. Бебур — это супер, как это говорится, супер импульсивные покупки всегда. Палочки из Гарри Поттера купить, мечи из Звездных Я, войн. конечно, при всем моем уважении, но Бебур вообще для меня к стилю не имеет никакого отношения. Да, реально? Вообще. Он, во-первых, супер яркий, мне кажется, вот ему точно ничего не надо наряжать. Сейчас он в образе. очень много где видел Бебура, и никогда я не помню, во что он идет. Но он замороченный на шмотку. Но, к сожалению, так что-то он так заморочен, что у меня не... Я мало кого... Бебур, ты Понял? замороченный, но... Да, но не про канал. Это кто? Это Макар. Нет, не Макар. Так, в походе с рыбой. Возможно, он с ней пришел. Что за рыба вообще? Вот тут бы Макар ответил как раз. за рыба? Это Голец. хвостчатый налим. Кто? Илья Илья Соболев. Соболев. Это Охренеть. подстава. Вот, кстати, это самый такой метросексуал, наверное, из всей толпы. Знаешь, что мне нравится? Что он транслирует любовь к спорту. Обычно как у нас юмористы, это мы юмористы. Ну, это типа алкашка, понял, курю, ну, какие-то такие цены. Ну, не то, что все, ну, это, короче, хуйня, но ты понял, что я хочу сказать. Это чисто я тебе говорю. Я вообще, это Макар. Это Big Russian Boss. Big Russian Boss по шубе скорее, но по Нет, росту, нет, по это- росту не Big Russian Boss. Это кто-то запаренный на баскетбольных кроссовках. Это какой-то баскетболист. Кстати, может быть Big Russian Boss. Не знаю вообще тоже. Это Данила Поперечный. Данила Поперечный очень странно зашнуровал кроссовки, явно не он зашнуровывал. Ну, вот, это Щербаков. Это я мог бы, да, угадать по позе. А это его мерч? Кстати, да, это костюм его, это же он перелазил. Да, но это его через реальный забор мерч? костюм. Честно, не знаю. Но этот костюм он чуть ли не за 500 рублей купил. Когда бабки появились, он не стал одеваться богаче, он стал выглядеть ухоженней. У него машин 13 в парке, ему он не нет, про это. но он стричься начал хорошо. Знаешь, какая-то у него типа правильные штанишки, но недорогие. можно Это все видеть. не специально, Гош. Да? Он абсолютно человек, Ему который... насрать? Вот я сказал про машины, а это машины, знаешь, в основном Toyota Mark, там, второй. Да, То я есть понимаю, это что вот он такие угорает. вот шмотки, ему вообще плевать. Не знаю, напишите в комментариях, Леш стал лучше выглядеть или я гоню? Это Илья. Макар, да. Слушайте, ну, Обсуждаем? а Илья какого роста? Он выше меня? Я думаю, примерно одинаково. Я не видел, но я просто могу сказать по себе, что какой размер ноги у него, ты знаешь? 40 последний. Очень тяжело стилистам, вообще в целом с большими парнями. С парнями в целом стилистам тяжело. С одной стороны, да, но все сейлы — это XXL или XS. Макар, кстати, у него есть свой стайл. Вот у Макара есть. Какой? Смесь Лос-Анджелеса и рыбалки. Nike ACG, вот эти все есть жилетки, там, Да-да-да-да-да, всякие вот панамы, что такое? там. Это который ходит по квартирам человек. Гурам? Да. Да, они снимали обзор на это. Вот Гурам, кстати, да, он по приколу стал носить золотые часы. Знаешь, такие очень хачевские. Очень хачевские. Тебе это часы. можно говорить так? Да, с бриллиантами, такими типа золотые. Но ему это гармонично. Мне кажется, что ему, типа, вот он такой, что-то, он между комиком и Восточный рэпером. принц. У меня вот здесь у меня нет никакой дисгармонии. То есть ему прям все это супер органично. Вау. О, это Зоя Яровицына. Красивая, да? Ну татуха, да. Она выглядит. Яровицына вообще здесь хороша. Я с ней просто недавно познакомился на форуме женском. Я никогда не обращал внимания. Я смотрел ее концерт, и типа видно, что какой-то там интересный у нее пиджак, что-то еще. И вот в этом-то и прикол, что она как бы типа делает вид, что все тоже не запарено, но на самом деле она сильно запаривается. Как человек. Тамби довольно. Масаев. Да? Гар Дмитриев. Хорошо. Это Гарик Харламов. Ну, Гар. Гарик Харламов. Какой-то Гарик. Ему Какой? мега плевать вообще. Ему не плевать, дорого все, но... Так дорого и плевать, И это же плевать, разные да. вещи. Это знаешь, вот в ЦУМ заходят дядьки такие, Вот что-то это он. кашемир, дайте удобно. Вот, так это он. Удобненько. Ему плевать носить. и дорого. Это вообще понятия не имею, кто это. Это кто-то очень... Это прикол? Ну, леггинсы леопардовые, да, наверное, прикол. Это кто-то очень смелый, женатый человек. Да, ну, я говорю, Сергей много. Орлов. Сергей, ну, это прикол. Тоже семья, дочь. Но скейтер же. По образу ты имеешь в виду? Да. Образ у него скорее такой бандитско... У него же всегда какие-то металлические вот браслеты, цепи. И у него, кстати, угадывается стиль. Без там головы не угадал, понятно, и не угадал. Но если бы был на сцене, я бы сразу понял, что Серега. Это кто-то с читки, Кто-то кстати. в Борис-Биджане сидит.
Что-то в чем-то дорогом. Это Расул Чабдаров. Мне кажется, что это не Расул. А это Расул. Хорошо. Это Расул. Я что могу сказать? Когда он на ТНТ, вообще мимо всегда. Его наряжают все время. Давай как так, просто. кого на ТНТ ительно одевают? А одевали хорошо. Кстати, одевали нормально Щербакова. Соответствовало образу. Насколько я не очень помню. Ну, мне кажется. И Нурлана. Но как будто бы Нурлан сам там Да, старался. Нурлан всегда сам что-то решает. Все. Я больше никого не помню. Короче, в жизни он в целом поприкольнее одевается. Ваня Гудков. Абрамов. Я не знаю, кто это какой-то Ваня Ивана Абрамов. Абрамова ты не знаешь? Скорее всего, нас подкалывают, потому что Ваня Абрамов фанат мушкетеров. Да, и такое бывает. Но так он не ходит в жизни, надо пояснить. Это не так, что он пришел и сейчас его переодевать будут на съемку. А нету реально странных комиков, кто вот так вот одевается? Нету вообще ни одного ебанутого. Big Russian Boss только такой персонаж, по факту. Но он в Выдуманный, жизни да? так не ходит. Ну, понятное дело. Но вот когда есть человек, у которого полностью вообще отдельная история. Вот, кстати, у Big Russian Boss можно вот так вот, ты можешь его... Все, что под шубой, это все, как правило, в том, в чем он ходит. Супер игра. Надо угадать российского актера, комика по одежде. А мы что до этого делали? Не знаю. Но он были не актеры, они были стендаперы, выступали. Это... Это Рева. Александр Рева, да. Все понятно. Ну, Артур Пирожков, точнее, мы оба не угадали. Да. Но низ я всегда... Блин, вообще он круто же переформатировался. Он всю жизнь транслировал, что он очень красивый, и это было, типа, комично. Знаешь, ну, типа, я очень красивый, и все видели, что нет. Я как-то обсуждал уже его наряды, мне кажется, что он может вообще просто стать стильным, без юмора. Просто в хорошем. Просто вот этот низ очень дорогой. Вот, Это тоже мои дорого? штаны, кстати, он у меня брал. Правда? Да. Это однажды... В Африке Галустян. Да. Однажды в Африке Галустян. Это что-то ТНТ-шно. Актер. Ну, как будто да. Однажды или реально пацаны. Это Вован. Вот это. Не знаю. О, здравствуйте, очень приятно. Сергей Светлаков, мы не Те узнали. и Ваня, и Сережа. Гудков. Это Гудков, амбассадор. Вообще, амбассадор. Тебе нравится вот эта история вообще? Гудков, да, хороший амбассадор. Нет, Гуччи, вот вся вот эта Гуччи новая вообще не Гуччи моя история. Мне вообще насрать совершенно. Я не люблю 70-е, никогда не любил 60-е, 70-е не мое. Но и для Гудкова вообще... Гудкову это так все шло, и на него это все еще очень хорошо садилось, потому что он очень же худой. Дмитрий Хрусталев. Дмитрий Хрусталев самый странный человек по одежде всегда для меня. Все головные уборы, самые странные головные уборы. Митя, просто все твои. А вот эти ботиночки нам нравятся на Дмитрия Хрусталеве? Генетика мне подсказывает, что да, но... Но цвет не тот, во-первых, и... Где-то там Нет, стоит я Ваня вообще Усович. мокасины вообще не... Это Баттер, наверное, да? Да, нифига, как ты его определил? Я не знаю, я больше по антропометрическим каким-то... Ага, я понял, по... Но вот почему-то ТНТ очень любит двубортные пиджаки, вот я не знаю почему. Ой, это же Дмитрий Нагиев. Ты не видел этот выход? Представляешь? Подожди, а что за... Он худой слишком для Нагиева. Прикинь. Офигеть. Ну, кстати, Нагиев вообще на стиле. Ну, Особенно на у него своем. ботинки вот эти очень крутые, всегда гранжевые такие. Вот да. это все, да. Но... Какие-то Дичано, Вивентитре. Да. Но, ну, блин, мне нравится на самом деле, как он. Правда? Да, Мне кажется, да. что это любой житель. Ну вот ты его узнаешь всегда. Да, 100%. Это любой вот человек, который сейчас на Бали находится. Хотя, с другой стороны, ты знаешь, если бы здесь стоял какой-то пи***юк 20-летний, мы бы там, я бы орал и говорил, вау, круто. А это просто, ну, не знаю. Не знаю, все потертое, все рваное, все обожаю. Какой вывод мы сделали по поводу сегодняшнего выпуска? Кто самый стильный комик после просмотренных сегодня? Нурлан, Зоя Яровицына. Макар. Да, ну что, это Хорошо. стритвир. Стритвир, хорошо. Бусы, если бы снял. У Рустам. него не было там бус. Рустама люблю сильно, потому что я. Евгений Петросян. Евгений Ваганович, вот. Евгений Ваганович, У него топ. очень дорогой аксессуар вокруг него, во-первых. Уверен, что его, кстати. Я уверен, что спрайт ему для фотки дали, ему нельзя в его возрасте уже такой. Короче, очень рад, что ты пришел. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Гош, что помог провести мне сегодняшний выпуск. Это был выпуск «Мы угадываем комиков по одежде». Гош, спасибо еще раз. Что надо сделать, скажи им, зрителям. Живите счастливо. И дай вам Бог хотя бы на эти коротенькие 7 дней до следующей недели. Присылайте свои сканворды, привозите подарки от народных умельцев. Мы вас любим. Ну ладно, подпишитесь на канал, реально. Подпишитесь на канал. Мы ни разу в своих проектах не просили вообще. Ну так у вас проект, извините меня. У меня Карцев.ком.
Карцев.ком. Все, пошли, пожалуйста, отсюда.